Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Предыдущее видео я посвятила теме беретов и выложила 10 вариантов беретиков с описанием. Надеюсь, вы ознакомились с этими моделями, и они вам понравились. Вообще береты я очень люблю, эта тема мне близка. У меня очень много связанных беретов, и вот сегодня я решила продемонстрировать вам мой самый любимый и обожаемый. Очень давно сделала по нему мастер-класс, а сейчас рада с вами поделиться этим мастер-классом. Так что, если вам интересна тема, сейчас вы наблюдаете этот беретик на мне. Если вам все интересно, смотрите мастер-класс до конца. Вот, смотрите внимательно. Если что нравится, пишите в комментариях. Если что-то не нравится, тоже пишите в комментариях. Вот. Надеюсь, вам понравился этот берет. К тому же, смотрите, что у меня есть к нему. У меня еще до этого был подготовлен мастер-класс. Вот такой шарфик у меня есть в тон. Правда, он без люрекса, но довольно-таки шарфик такой интересный, теплый. Тоже есть мастер-класс. Посмотрите на моем канале. Он Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Резиночку мы начинаем вязать после того, как наберем на спице 79 петель. Я вяжу резиночку особым способом. Резиночка у меня 1 на 1, но я делаю первый ряд резиночки. Смотрите, каким образом я его вяжу. Значит, первую кромочную, понятно, снимаю. Изнаночная, а лицевую я снимаю, а нить у меня за работой. Вот так. Смотрите, изнаночная, нить за работой снимаю, не провязываю. Изнаночная, нить за работой, лицевую снимаю. Изнаночная, нить за работой, лицевую снимаю. И снова изнаночная. И так до конца ряда вяжем. В следующем ряду мы будем провязывать и лицевую, и изнаночную. И таким образом мы повторяем, чередуем вот эти ряды. И получается у нас резинка. Вот такая она на лицо. Видите, такая тугая довольно-таки, да? И вот такая она на изнанку смотрится. Видите, да? И мало растягивающаяся, что мне и нравится в этой резиночке. Для берета это очень хороший вариант. Здесь резиночка нужна, чтобы была потуже, конечно же, облегала голову, вы понимаете, да? И спицы я использую четверочку. Можно даже 3,5 взять, чтобы еще была плотнее резинка. Так, и таким образом мы будем вязать 5 сантиметров высоту резиночки, а затем будем прибавлять с вами петельки для того, чтобы перейти к узору. Узор у нас будет вот такая пышная коса. Вяжется она с применением особого узора из вытянутых петелек. Вот, ну, все по порядку. Сейчас мы пока с вами вяжем резиночку, довязываем резиночку и прибавляем петельки в вспомогательном ряду. Итак, я связала резиночку. Связали мы с вами резиночку вот эту, значит, 5 сантиметров. Сейчас нам нужно, чтобы на наших спицах оказалось 164 петли. То есть
у нас было с вами 79, и мы должны с вами прибавить, то есть мы должны с вами прибавить, значит, 164 отнять 79, 85 петель. То есть мы должны с вами сделать прибавки в каждой петле и еще даже в некоторых петлях сделать по 3. Из одной вывязать 3, да? Ну, сейчас я вот начала вязать из одной 2 и делаю это следующим образом. Значит, в лицевой петле я вяжу вот так. Значит, лицевая за заднюю стенку и за переднюю стенку. Вот так, да? Изнаночная вяжу за переднюю стенку и за заднюю стенку. Таким образом я делаю прибавки, да? Понятно. Так и так. Так и так. Вот. И далее мы с вами посчитаем, сколько нам понадобится еще добавить петелек, будет не хватать. Но, скорее всего, в середине ряда я сейчас из одной свяжу 3. То есть так, так. Давайте еще вот так. Вот из одной я связала 3, да? Теперь опять изнаночная. Ну, в общем, продолжаем прибавочки. Так. Еще можно из одной 3 связать. Значит, так. Делаем так. И еще раз за заднюю стенку. Вот из одной 3. Так. Но я думаю, что теперь... Сколько у нас там не хватает? Мы в процессе их прибавим, когда будем уже распределять узор. И мы там, сколько нам не будет хватать, я думаю, это не критично, и мы сможем это сами с вами все прибавить, да? А сейчас продолжаем. И в следующем ряду, это вот у нас лицо, тут изнанка, мы распределим с вами петельки нашего узора. Для того, чтобы распределить петли нашего узора, нам необходимо, чтобы на спицах сейчас было 164 петли. Из них 2 кромочные, то есть 162 петли. Это наш узор. Поэтому у нас здесь сейчас немножечко не хватает, но мы в процессе их прибавим. Значит, я с изнаночной стороны приступаю к вязанию узора. Вот. Даже не узора, а мы сейчас распределяем петли, скажем так, распределяем петли для узора будущего. И, значит, узор у нас, наш раппорт нашего узора составляет 18 петель, из них 12 петель это коса, вот, и 6 петель это изнаночные петли. Поэтому мы сейчас, я повторяю, на изнаночной стороне, и изнаночные петли мы будем вязать лицевыми, да? Поэтому будем вязать 5 лицевых петель в начале, сразу после кромочной. Почему 5? Я потом объясню. Первые 5 у нас вяжутся. Вот так, 5. И затем мы вяжем 12 изнаночных. Это у нас петли косы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас будет немножко не хватать, поэтому я сейчас еще сделаю одну прибавочку. Вот сюда из протяжечки, да, сделаю 11 и 12. Так, посчитаем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 изнаночных петель. А теперь мы будем вязать полный наш раппорт, и мы будем делать с вами 6 лицевых, которые у нас с лицевой стороны будут изнаночными, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. И далее продолжаем вязать наш раппорт как 12, чередовать 12 у нас изнаночных и 6 лицевых. И так до конца ряда. И у нас должно с вами остаться перед кромочной
одна лицевая должна быть перед кромочной. И объясню, почему я сделала здесь 5, а здесь одна у нас получилась. Так распределила изнаночные петли между косами, которые будут, потому что у нас будет сшиваться сзади. И для красивого шва мне понадобится именно такое расположение петель. Так, а мы, значит, продолжаем этот ряд распределять петли. Сейчас мы с вами сделаем первый ряд нашего узора. И здесь, после того, как мы распределили петли, мы сделаем в наших косах следующее еще действие. Смотрите, сейчас мы делаем с вами 5 лицевых в каждой косе. Первые 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем мы делаем по центру 2 изнаночные. И снова 5 лицевых. И так вяжем до конца ряда. Затем у нас идут с вами 6 изнаночных. Так. И снова идет наша коса. И мы делаем первую лицевую, вторую лицевую, третью лицевую, четвертую лицевую, пятую лицевую, а шестую и седьмую мы делаем с вами изнаночными. И снова 8, 9, 10, 11, 12 провязываем лицевыми. Это наши косы. У нас должно с вами быть 9 раппортов, как я вам говорила. Каждый раппорт, еще раз повторяю, состоит из 12 петель косы и 6 изнаночных. И вот сейчас я вам еще третий разочек покажу. Значит, провязываем мы наши с вами изнаночные, 6 изнаночных. И опять приближаемся к косе. Еще разочек вам показываю. Смотрите. Вяжем с вами 5 первых лицевых в косе. 5 первых лицевых. Затем 2 изнаночные. И замыкает все это опять 5 лицевых. Вяжем до конца ряда. С изнаночной стороны в косе у нас начнется вязание узора. Наша с вами изнаночная сторона косы провязывается следующим образом. Ну и тут мы поняли, что мы вяжем 6 лицевых с изнаночной стороны. Смотрите, будьте внимательны. Смотрите, коса с изнаночной стороны вяжется как одна изнаночная первая, да? Далее у нас лицевую, накид, лицевую, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Затем по центру у нас идут с вами 2 лицевые. И мы переходим на вторую часть нашей косы и вяжем то же самое. Смотрите, лицевая, накид, лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная и замыкает изнаночная. Вот. И так мы вяжем теперь все наши ряды изнаночные. Каждый изнаночный ряд, смотрите, опять показываю. Первая изнаночная в косе началась. Лицевая, накид, лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Далее у нас вяжутся 2 лицевые по центру. И снова начинается вторая половина косы. Лицевая, накид, лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная и еще одна изнаночная. Объясняю, что это значит. Смотрите, вот образец нашей косы. То есть у нас коса начинается с лицевой и заканчивается просто лицевой. Затем по центру у нас по лицевой стороне смотрим, естественно, да, идут 2 изнаночные. Видите, они идут 2 изнаночные везде. Вот. И вот эта пышнота нашей косе придает именно вот эта вязка с накидами, да? То есть за счет вот этой вязки с накидами у нас такие ребра у косы, такие пышные, да? С изнаночной стороны вот так она смотрится, эта коса. В общем,
Сейчас я вам все это объяснила, рассказала. Итак, смотрите, после того, как мы с вами провязали вот эти все ряды, когда мы начали с вами узор наш с изнаночной стороны, сейчас мы перешли на лицевую сторону, и сейчас мы делаем с вами уже переплетение в косе. Как я это делаю? Я советую взять дополнительную спицу, потому что будем менять местами с вами по 6 петель. Вот. Значит, смотрите. У нас наша задача сейчас 6 первых петель сделать, перекрестить, значит, налево, в левую сторону, и они будут располагаться у нас по лицевой стороне, значит, перед вязанием, и 6 и следующие 6 петель у нас пойдут за работой. Значит, смотрите. Во-первых, нам необходимо избавиться от накидов, да? Для этого мы делаем вот так, сбрасываем накиды наши. Сбросили. Идем дальше. У одного сбросили, да? Теперь сбрасываем у другой половины нашей косы. Сбросили. Все петли нашей косы на правую спицу отправили. И теперь 6 петель. 6 петель. Я аккуратно переснимаю на левую спицу, зажимаю. Но вы с помощью дополнительной спицы этого не делаете. Вот смотрите. И высвобождаю те петли, которые у меня за работой, 6. Да? Вот так. И с помощью правой спицы аккуратно их вот сюда возвращаю. На левую спицу. Все, мы сделали перекрещивание 12 петель. Теперь, чтобы у нас узор не сбивался, смотрите, что я делаю. Значит, я первую провязываю как лицевая. 4 петли, которые у нас здесь, значит, остались. Смотрите, да, 4 петли. 1, 2, 3, 4. Я аккуратненько вот так подхватываю, вытягиваю нить сквозь них, делаю накид. 2 первых сквозь них вытягиваю нить, сбрасываю. И 3, 4 также сквозь них вытягиваю нить, сбрасываю. Смотрите, у меня получилось 4, да, видите? Вот эта петля, которая у нас осталась с вами от наших первой части из 6 петель, да, я ее провязываю как изнаночная. Следующее, что мы делаем, мы вяжем вот эту вторую половину косы. Первая петля у нас будет изнаночная, провязываем ее. Далее 4 петли, которые у нас остались на спицах. У нас вообще-то 5 осталось, но мы первые 4, сейчас будем с ними работать. Значит, вытягиваю также вот так нить сквозь них, делаю накид, да, первые 2 сквозь них вытягиваю нить, за задние стенки вытягиваю, да, вы заметили, и также за задние стенки через 3, 4 вытягиваю, из 4 петли, да, и последнюю петлю провязываю лицевой. Все, наша коса перекрестилась, сделала перекрещивание в левую сторону, и мы в то же время провязали наш с вами узор в этой косе, который идет по косе. Далее у нас идут изнаночные, наши 6 изнаночных по нашему узору. Вот. Вот, я сделала сейчас полный раппорт, то есть, который состоит у нас из 12 петель косы и 6 изнаночных. Да? Таким же образом вы делаете весь ряд до конца. До конца. Вот. И мы с вами будем вязать следующий ряд изнаночный.
Показываю потом, как будем вязать. Рассказала. Мы вяжем с вами приблизительно 15 сантиметров сейчас вот этим узором. Переплетение в косе я покажу. И когда мы перейдем к следующему переплетению, и схема будет обязательно прикладываться в видео, в мастер-классе моем. Вот. Вы, главное, только петельки, 2 ряда всего у нас. Раппорт, высоту составляет всего 2 ряда. То есть вот этот изнаночный ряд и лицевой, который я вам показывал предыдущий, да, как вяжутся наши узорчики. Там мы распускаем вот эти накиды, да, и как я вам показывала, что мы с ними делаем, с нашими петельками. Вот. И собственно, ничего сложного нет, все довольно-таки предельно понятно и просто. Но, конечно же, мы еще к этой теме с узором вернемся, когда я вам покажу следующее переплетение в нашей косе. А сейчас продолжаем. Лицевой ряд наш идет сейчас в том месте, где нет перекрещивания. Да? Как я вяжу? Смотрите, то же самое. Первую снимаем в нашей косе лицевую, да? Затем распускаем вот эти накиды, первые 4 части, вот первая часть 4 петли, да? Возвращаю я их на левую спицу, такие длинные вот эти петельки, сквозь них вот так протягиваю нить, делаю накид, сквозь первые 2 протягиваю нить за задние стеночки, вот так. И 3-й, 4-й за задние стеночки еще раз протягиваю нить. Вот что у нас получилось из 4 4, да? И далее провязываю 2 изнаночные. И вот у нас следующая часть узора идет. Также я распускаю в косе накиды. 4 петли, вот они у нас, да? Вот так. И из этих удлиненных петелек вытягиваю нить за задние стеночки, да? Делаю накид. 2 первых у меня провязываются за задней стеночки лицевой петлей. И 3-я, 4-я за задние стеночки вместе лицевой петлей. И замыкает все это лицевая. Вот так выглядит наша коса в лицевом ряду. Вот, видите, какие пышные здесь ребра у косы получаются. И продолжаем вязать таким образом нашу косу. Значит, перекрещивания в косе у нас будут с вами в каждом 11-м ряду. То есть раппорт вот этой косы 10 рядов. В 11-м ряду у нас с 1-го ряда повтор идет. То есть вот такое перекрещивание. Значит, сейчас у нас связан один раппорт в высоту нашей косы. Вот, и мы будем делать сейчас снова в 11-м ряду, как я вам уже и говорила, перекрещивание, да. Вот у нас все то же самое будем делать, что и вот в этом ряду, в котором мы делали перекрещивание. Но я все-таки еще раз заострю на этом внимание. Смотрите, снимаем мы наши с вами накиды, распускаем. Все это аккуратно сюда переснимаем на правую спицу, да. Наши изнаночные все идут сюда. Вторую часть косы тоже мы распускаем. Вот так накиды сняли, все пересняли, да. Пересняли. И сейчас мы первые 6 петелек с помощью вот таким образом пересняли все на левую спицу. А то, что у нас осталось за работой, аккуратненько с помощью правой спицы переместили на левую. Вот так. И провязываем, смотрите. Сделали перекрещивание в левую сторону и провязываем как лицевая, да, помните, да? И здесь 4 петли захватываем, за задние стенки вытягиваем нить, делаем накид. За первые 2 петли вытягиваем нить за задние стенки. И 3-ю, 4-ю тоже вытягиваем нить за задние стенки. Вот у нас с вами 4 петли. Из 4 сделали 4, да? И помните, что в центре нашей косы 2 изнаночные. И то же самое мы проделываем вот сейчас со второй частью косы. То есть первые 4 петли
захватываем, вытягиваем с задней стенки нить, делаем накид, первую, вторую захватываем, вытягиваем нить, третью, четвертую вытягиваем нить за задние стеночки, да? И у нас осталась с вами одна лицевая в конце нашей косы, как обычно. Далее мы вяжем с вами изнаночные петельки и повторяем все те же самые действия с косой следующей. Всего у нас должно быть с вами 9 кос, как мы знаем, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кос. Продолжаем вязать, как я уже говорила, сантиметров 15 там скорректируем, сколько у нас, чтобы у нас была законченная коса, да, чтобы у нас совпало наше перекрещивание. Я вяжу, продолжаю вязать спицами 4, хотя можно перейти на 4,5. На 5 не рекомендую, будут, ну, как очень будет такое дряблое вязание. Не хочу я такое дряблое вязание видеть в берете. Все-таки поплотнее, оно поприятнее. Вот, смотрите, уже сейчас мы видим, как коса наша приобретает необыкновенное пышное очертание. Согласитесь, да? Вот, уже это очень красиво смотрится. Итак, сейчас у меня связано нашим узором с косами 12 сантиметров. Вот, и на косе это составляет, значит, 2 наших полных раппорта, и еще я сделала 2 ряда. 2 ряда, и вот сейчас у меня изнаночный ряд, и я приступаю к убавлениям. Это будет первое наше убавление, и убавки я буду делать в изнаночных пока петлях. То есть я буду делать следующим образом. Начинаем просто вяжем с вами 3 лицевые петли, и далее те, которые у нас в косе крайние, провязываю вместе. Далее мы вяжем нашу косу, как обычно, узором, да? Так. Вяжем косу нашим узором и смотрим, как мы будем делать убавочки вот в этих изнаночных, 6 изнаночных. Мы будем делать сразу 2 убавочки. В начале около одной косы мы делаем 2 вместе лицевой, раз, два, 2 лицевые провязываем и делаем еще одну убавочку. Вот так будем сейчас делать. Далее мы вяжем опять с вами косу. Косу делаем с вами. Подождите. Да, коса у нас идет узором обычным, естественно. И подходим опять к нашим изнаночным рядам. И снова я делаю убавочки. Раз, 2 вместе лицевой. И в конце тоже 2 вместе лицевой. Получается у нас 4 лицевые в изнаночных рядах. Косу продолжаем пока вязать, как обычно. Сейчас у нас вот так выглядит узор наш. Вот такая у нас толстая, роскошная коса получается. Очень рельефный узор получается. Вот. И уже пора нам с вами делать убавочки. Следующее убавление мы делаем с вами уже по лицевому ряду. Значит, выглядят они будут следующим образом. Значит, здесь мы вяжем, как обычно, с вами узор наш в косе. Так, а вот здесь мы будем провязывать 2 изнаночные вместе, одной изнаночной.
То есть по центру косы, да, понятно? Это понятно, да? Распускаем наши накиды и вяжем узор. Здесь у нас осталось 4 изнаночных. И снова приближаемся к нашему пышному узору в косе. Распускаем накиды. Вяжем. И 2 вместе изнаночные по центру косы провязываем. Снова распускаем накиды. Вяжем узор в косе. И 4 изнаночные. То есть вы поняли, да? Убавку мы сделали по центру косы. Из 2 изнаночных связали 1 изнаночную. Продолжаем так до конца ряда. Итак, делаем убавочки в изнаночном ряду в следующем. Для этого мы делаем 2 вместе лицевой в нашей косе. Первые 2 вместе лицевой, накид, как обычно, опять лицевая, накид, изнаночная, и делаем накид и еще 1 изнаночную провязываем. Так, далее у нас идет с вами лицевая, да? Снова делаем 2 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Далее у нас идут с вами 4 петли. 4 петли у нас идут лицевые. И здесь у нас с вами новая идет коса. 2 вместе лицевой. Делаем накид, лицевая, накид, изнаночная, изнаночная. Далее у нас идет 1 лицевая, опять 2 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, изнаночная, изнаночная. И так продолжаем. 4 лицевые, весь ряд так продолжаем делать убавочки, да? Вы поняли, где мы делаем убавочки. Мы делаем в начале косы. Вот в начале косы, во второй части косы. То есть там, где у нас с вами идет вот этот вот рельефный узор, мы делаем там убавочки. Ну, еще раз показываю, смотрите. Вот начало косы, да? Вяжем 2 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Дальше это середина косы, лицевая, это середина нашей косы, лицевая. Дальше опять 2 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, изнаночная, изнаночная. И продолжаем до конца ряда так вязать с убавочками. Следующее убавление по лицу. В следующем ряду делаем следующее убавление в косе, они будут касаться. То есть изнаночные оставляем, 4 изнаночные так и остаются. Значит, снимаем наши все накиды сделанные, да. Вот у нас 4 петли в первой половине косы, да. Мы делаем, как обычно, вот так их вместе провязываем, да, за задние стеночки. Делаем накид и провязываем только 2 первые вместе, а 3/4 просто снимаем и все. Далее изнаночная. Опять то же самое, вторая часть косы. Снимаем все эти накиды, как обычно, да. Вот у нас с вами 4 петли. 4 петли. Вот. Мы из них сейчас с вами свяжем 3. То есть вы вытянули петлю, как обычно, да, накид. И за первые 2 за задние стеночки вытянули петельку, а 3/4 сняли. Снова изнаночная. 4
изнаночные. Ну и далее вы уже поняли, да, спускаем наши накиды, как обычно. 4 петли у нас, и мы провязываем вот так, как я вам сказала. Из 4 делаем 3. Вот так сейчас будет смотреться наша с вами коса с убавлениями. Продолжаем вязать. Итак, наш изнаночный ряд. И мы делаем с вами, как всегда, убавочки. Следующие убавочки у нас на очереди. Мы будем с вами делать убавочки в наших изнаночных вот этих рядах. Вот здесь. В изнаночных петельках. 2 вместе лицевой провязываем. Так. Что делать с узором, в котором осталось всего 3? 3 у нас осталось с одной стороны узор петли, 3 с другой, и не 2, как обычно, а всего 1. Мы будем вязать вот таким образом. Значит, лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Далее идет лицевая, да? Дальше опять лицевая, накид, изнаночная, изнаночная. Здесь мы делаем 2 вместе лицевой и снова 2 вместе лицевой. Вот так. Значит, опять повторяю, да? Лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная. По центру лицевая у нас идет с вами. Далее идет опять лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная. И здесь 2 вместе у нас лицевой и 2 вместе лицевой. То есть вот так мы вяжем с вами сейчас изнаночный ряд. Накид, да, повторяю еще раз. Далее изнаночная, накид, изнаночная. По центру лицевая, лицевая, накид, изнаночная, изнаночная. И там, где у нас с вами лицевые вот эти петельки, мы делаем 2 вместе лицевой и снова 2 вместе лицевой. Вот так сильно у нас сейчас сокращается у нас узорчик. Вяжем так до конца. Итак, смотрим. Лицевая сторона убавок. Я придумала следующий вариант убавочек. У нас уже мало остается петелек. Значит, сейчас у нас очень сильные убавочки. То есть мы провязываем с вами наши 2 изнаночные без изменений. Так, теперь мы распускаем наши накиды. Сейчас у нас в косе перекрещивание налево, да? Распускаем наши накиды. И сейчас у нас в косе 7 петель. 7. Вот они, 7 петель с распущенной петельки, да? И мы будем перекрещивать с вами 3 петли и 4. То есть 4 у нас идут перед работой. Вот я их, видите, перед работой поместила. 3 высвобождаются за работой. И вот так мы их перекрещиваем налево. Так. И смотрите, что делаем. Провязываем первую лицевой. Затем 2 вместе лицевой. Опять 2 вместе лицевой. И еще 2 вместе лицевой. Итого у нас остается всего 4 лицевые петли от нашей косы. Провязываем 2 изнаночные. И еще раз показываю. Вот наша коса. Я распускаю наши накиды все. Вот, распустила, да? У нас 7 петель в косе, 7. Все 7 перекрещиваем с вами с наклоном влево, да? Каким образом? Для этого я 4 петли у меня идут налево, 3 высвобождаются за работой и идут направо. Вот так мы поменяли их местами. Вот так. А теперь мы будем вязать первую как лицевая. Далее у нас 2 идут вместе лицевой. Здесь снова 2 лицевые и опять 2 лицевые. Итого у нас 4 петли от косы осталось. Дальше опять 2 изнаночные. Давайте так провяжем с вами эти убавочки до конца ряда. Мы уже с вами подходим к нашей макушечке. Следующая убавочка у нас с вами идет в изнаночном ряду опять. И делаем мы следующее. Значит,
сейчас мы провязываем с вами 2 лицевые вместе. Так, далее у нас идут с вами 4 петли. Вот 4 петли изнаночные от косы, все, что осталось. Вот. И давайте мы их просто провяжем как 4 петли изнаночные. Затем мы делаем 2 вместе опять лицевой и 4 петли изнаночные провязываем. Опять делаем 2 вместе лицевой, 4 изнаночные. Продолжаем так до конца ряда. Следующий ряд наших убавлений — это лицевой ряд. И будем делать следующим образом. Вяжем одну оставшуюся изнаночную. Затем наша коса осталась 4 петли. Первую лицевую косы провязываем. 2 вместе лицевой и опять лицевая. То есть мы делаем с вами из 4 3. Опять изнаночная. Первая лицевая косы провязываем. По центру провязываем 2 вместе лицевой. И замыкаем косу опять одной лицевой. И вот так мы сейчас с вами уже довязали до конца ряда. Осталось совсем немного. И макушечка наша будет стягиваться. Итак, вот я довязала до конца ряда. Так, переворачиваем наше вязание. Сколько же у нас петелек здесь? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. У меня, ну, практически 40. Так, в изнаночном ряду. В изнаночном ряду будем делать с вами убавочки. Обязательно будем делать сейчас с вами убавочки. И будут они выглядеть следующим образом. Мы сейчас с вами избавимся вот от этой петли, от этой лицевой петли. И для этого мы с вами будем провязывать лицевую и изнаночную вместе, изнаночной петлей. Вот так. Затем провязываем изнаночную, вот петлю, и опять изнаночную. Затем у нас идет лицевая, изнаночная, провязываем их вместе изнаночной, 2 изнаночные, опять лицевая и изнаночная вместе, 2 изнаночные. Продолжаем до конца ряда. Сейчас у нас будут все петли провязываться изнаночные в этом ряду. Следующий ряд убавочек лицевой. У нас совсем мало петель осталось здесь. Смотрите, что я делаю сейчас. Вот у нас с вами идут 2 петли и наша убавочная, да, то есть наша коса. Вот, собственно говоря, все, что от нее осталось, это вот эти 3 лицевые петли. Мы будем менять местами. Вот эти 2 будут перед работой. Перекрещивать будем 2 лицевые и вот эту за работой 1 лицевую. Вот так перекрестили. 2 перед работой, 1 за работой. Эту, которая за работой, провязали лицевой, а 2 перед работой провязали 2 вместе лицевой. Вот так. Смотрите, следующее. То же самое делаем. 2 вместе. Перекрещиваем 2 петли лицевые. Перекрещиваем с 1 лицевой, провязываем за работой как 1 лицевая, перед работой как 2 вместе лицевой. И так до конца ряда.
Совсем мало остается петель у нас. Итак, у нас с вами снова изнаночный ряд. И сейчас мы с вами будем делать окончательное сокращение. Мы будем вязать с вами, значит, 2 петли вместе. То есть 2 вместе получается у нас не очень легко, но 2 вместе изнаночные получается. 2 вместе изнаночные. Вот так. Все у нас на этом заканчивается. Чтобы у нас с вами получилось 10 всего петель там. 10-12. Чтобы мы могли стянуть макушечку нашу красиво. Так. Видите, как спицы стучат об стол? Очень неудобно, конечно. Вязать длинными спицами, показывать. Вот так держу на расстоянии от себя. Очень неудобно, но надо, куда деваться. Так, сделали. Все. Сейчас берем иголочку и будем сшивать наш бок. Посмотреть, что у нас с вами получается. Вот так у нас сейчас выглядит наш беретик. Вот так он выглядит. Макушечки еще нету у нас. Пока не видно ее, что тут у нас за чудо получилось. Давайте будем сшивать. Итак, мы завершили наше вязание. Сшила я. Сейчас отрезаем то, что у нас тут получается. Смотрим. Так, смотрим. Заделываем все наши лишние ниточки, да? Это потом. Давайте сейчас посмотрим, что же у нас получилось на лицевой стороне. На лицевой стороне очень объемные косы, очень объемная макушечка такая вот получилась у нас. Интересная макушечка. Вот какая красивая макушечка получается. Да. Вот так выглядит наш беретик. И шовчик, отгадайте где. Да, вот шов. Но он совсем незаметный. Смотрите, видите, как я сделала. Теперь вы понимаете, зачем я настаивала на одной лицевой, на одной изнаночной по лицевой стороне, если смотреть. Вот здесь, рядом с косой с нашей, чтобы сшить их было очень незаметно. Видите, как незаметно получился шов. Вот и в резиночке то же самое. Все очень прям как будто так и было, согласитесь. Попробуйте, отгадайте. Вот у нас здесь нет шва, а вот здесь есть шов. Найдите, много отличий. Так, ну и макушка тоже получилась красивая. В принципе, я довольна. Я так хотела вот такой берет получить с такими косами, да. Давайте вот так сделаем, посмотрим, как будто здесь голова. А вот так вот беретик будет смотреться наш. Вот так он и будет у нас смотреться на головке. Вот. Такая получилась макушечка. Ну, если вам понравилась моя работа, мой мастер-класс, свяжите себе такой беретик, поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок моего канала. Я вяжу спицами, крючком. У меня много моделей шалей. Беретик этот у меня 3-й по счету. Есть еще 2. Вот. То, что я взяла пряжу с люрексом, вы можете взять обычную пряжу. Вот. Никто не настаивает именно на... Знаю, что есть люди, которым не нравится никакая пряжа, которая блестит. У меня вот, видите, в последнее время какая-то появилась потребность в блестящих вещах.
Так, ну, собственно говоря, вот так выглядит наш с вами беретик. Вот, работу мы сделали. Значит, работа наша близится к завершению. Сейчас вот у меня осталось на спицах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петелек. Я отрезала ниточку, взяла иголочку, вздела, продела в ушко. И сейчас будем вот так с вами сшивать. Смотрите, я много способов знаю, как затянуть макушку. Но вот этот старенький такой способ, которым я еще только девочкой была, помню, первую шапочку связала лет так в 12 себе. И именно так меня показала женщина в Дворце пионеров, куда я ходила в кружок. Вот так соединили мы с вами все, затянули, вывернули наизнаночку. Сейчас нам надо вот так аккуратненько затянуть и макушечку сшить. Так, прикладываем бок нашего беретика, нашей шапочки. Так, затянули и смотрим, где тут у нас начало. Вот. Надо вот так аккуратно иголочкой нам все это дело стянуть, зафиксировать макушечку. Зафиксировали. И далее пошел у нас шов. Я делаю шов назад иголочкой. У каждого есть свои любимые способы сшивания. Вот у меня такой способ нравится. У меня аккуратный шов получается. Не буду хвалиться. Давайте посмотрим, что будет получаться. Так. Назад иголочку. Это значит, вот так я держу иголочку. И вот так иголочка у меня каждый раз на шажок назад отходит. Вот так, видите? Наш шажок назад. Надо посмотреть, что там у нас происходит на макушке. Так. Макушка наша получилась вот такая. Вот такая макушка. Смотрите. С пышными косами. Ну, мы, конечно, ее еще не дошили. Давайте продолжим дошьем. И уже потом будет у нас примерка. Продолжайте сшивать. Не буду. Вам уже, собственно, понятно, что из себя представляет мой шов назад иголочка. Да? То есть, ну, вот так, аккуратненько. Иголочку туда-сюда, туда-сюда. И в итоге у нас получается ровненький такой шовчик. Вот так. Здесь вот так смотрится.